Друзья, всем привет! Канал эстетической красоты. Сегодня у меня будет на процедуре Анна. Ань, какой ты хочешь массаж больше? Может быть, спины или ног, или чего-то? Я бы хотела больше спины, конечно, плечи, около позвоночника, копчика, все спины. То есть больше вот крестец, да? Да, крестец. То есть больше крестец беспокоит, чем шейно-воротниковая? И шейно-воротниковая, и крестец. В общем, вот все сделаем сегодня. Пойдем. Итак, мы начинаем. Чтобы хвостик волоса не завязывать, можно так шапочку сейчас одеть будет. Я уже ее разорвала, как мне удобно. И на линию роста волос одеваем, чтобы на лбу не оставалось следов от шапочки. Угу, все, опускаем. Тоже на уши не одеваем, как обычно. Руки можно вдоль тела или опустить. Была в отпуске, и такое ощущение, что я уже разучилась делать массаж. Но с другой стороны, это такой достаточно большой плюс, обновление. И я замечаю, что после каких-то перерывов в массаже ты его все равно начинаешь делать по-другому. После обучений, даже если кажется, что они ничего не дают и были бесполезными, все равно ты уже делаешь массаж по-другому. Даже после того, как я хожу на процедуры по массажу к тому или иному мастеру, мне нравятся какие-то движения, я их беру в работу и уже тоже начинаю делать массаж по-другому. Поэтому все мастера, которые развиваются, обучаются или сами ходят на массажи, они в той или иной степени начинают все равно со временем делать процедуру по-другому. И, конечно, тот массаж, который я делала, например, 2 года назад или 3, он уже не тот. То есть я его делаю уже иначе. Может быть, какие-то есть основные моменты похожие, но все равно он уже другой. Здесь тоже нужно чувствовать, делать расслабленными пальцами для того, чтобы не сталкиваться с лопаткой, не было неприятных ощущений, такого переката. Здесь уже совсем поверхностно. Здесь не больно? Нет. Когда больно, она приятная, что может разминать. Ну, ты видишь, наверное, адаптирована к массажам, да? Нет, или нет? Я очень редко
Мышцы забиты. Может, ты спортом занимаешься или занималась когда-то? Раньше когда-то довозил. Сейчас больше от неправильной осанки. Что мешает людям заниматься спортом? Я думаю, что неправильно выставленные приоритеты. Ну, точно не нехватка времени там или еще чего-то. А ты как думаешь? Ну да, лень. Также с другой стороны. Да, соскучилась все-таки. Так работаю, чувствую, что прям физическая идет нагрузка, которой мне не хватает. Не хватает прям физической нагрузки, когда не работаю. Мне кажется, это такой плюс. Все равно в нашей жизни мы стрессуем тем или иным образом. Появляется у нас избыточный адреналин, как я понимаю, такой гормон стресса. И как раз физической нагрузкой, спортом он хорошо уничтожается. То есть если вы хотите быть спокойным, на релаксе, занимайтесь спортом или делайте массаж. Ну, в сауне, наверное, тоже, я так предполагаю, происходит борьба с ним. Здесь тоже может быть чувствительно. Здесь я делаю массаж, тоже главное мышцу не терять, прям по мышце движения. Можно рядом с ней, вдоль позвоночника. Многие спрашивают, сколько по времени делать массаж спины. На самом деле невозможно сказать. Это все очень индивидуально. И для каждой спины нужен свой массаж именно по временному интервалу. Если мышцы достаточно напряжены, то, конечно же, мы будем массаж делать достаточно долго. Если клиент постоянно ходит на массажи, занимается спортом и поддерживает свое состояние мышц, то тогда массаж можно будет делать меньше. То есть до хорошего такого расслабления, до
до явной такой гиперемии. Также и массаж живота. Тоже часто задают вопрос, сколько делать массаж живота антицеллюлитный. Смотря какой тоже живот по объему. И как часто мы делаем массаж. Если мы делаем 3 раза в неделю, то мы должны его делать дольше по времени. Если мы делаем каждый день массаж, то можно делать меньше по времени. Поэтому все очень индивидуально. Ну, чтобы хорошо проработать среднюю спину, когда объема среднего спину, когда мышцы достаточно напряжены, ну, чтобы проработать спину, шейно-воротниковую зону и зону головы, как я обычно делаю в массаже спины, то по-хорошему минут 50. Полчаса это очень мало. То есть если полчаса я прорабатываю, приходит клиент на массаж спины 30 минут, я прорабатываю 20 минут спину и потом шейно-воротниковую зону, уже когда клиент лежит на спине. Это достаточно мало для спины, 20 минут. Я заметила такую тенденцию, чем дольше делаешь клиенту массаж, тем он больше расслабляется, и вероятность то, что он придет еще и еще, она повышается в несколько раз. Поэтому, конечно, я сейчас отказалась от общего массажа 60 минут. Я сейчас делаю минимум 70. И то хорошо не успеваешь все проработать. Конечно, 1,5 часа для среднего клиента это очень такое хорошее время. Можно и больше делать. Больно, да? В руку отдает. Ну, я, друзья, с вами прощаюсь, а мы продолжаем делать массаж вместе с Анной. Подписывайтесь, ставьте лайки, переходите на мой сайт курса массажа Ольги Бугановой и приобретайте онлайн обучение. Все, всем пока!